Друзья мои, всем привет! Сегодня вновь поговорим о событии «Рейд на резервуар», а точнее о тактике его прохождения. Ссылку на первые 3 части вы можете найти в описании к этому видео. Я знаю, что тема стратегии очень спорная, и у каждого альянса могут быть свои секреты и фишки. Поэтому сейчас мы рассмотрим один из вариантов того, как привести свой союз к победе. Этим руководством со мной поделился игрок из альянса ВОД 225 штат. Сразу хочу поблагодарить игроков данного союза и пожелать им успехов. Естественно, начнем с регистрации на событие. Как мы знаем, у нас есть 30 игроков основного состава и 10 мест для резерва. Из 40 возможных игроков, которые могут быть зарегистрированы, я рекомендую использовать только 30 для основного состава. Это проверено на экспериментах с регистрацией не один раз. Система подбора соперников автоматическая, и за монитором не сидит специально обученный человек. Он не анализирует игроков каждого альянса и не считает количество звезд на ваших поселениях и кого с кем лучше поставить в противники. Сравнивается счет рейда 25 сильнейших зарегистрированных игроков вашего альянса со счетами других союзов. В этом и есть главная проблема дисбаланса сил. То есть игроки могут иметь примерно равный счет рейда, но по своей реальной силе они могут быть разными. Например, ваш самый сильный игрок имеет счет рейда 763. У него 5-звездочный штаб, но он не прокачан полностью, то есть имеет среднего уровня снаряжения шефа, героев и не полностью исследованные технологии в лаборатории. Давайте рассмотрим простой пример, который убедит вас, что резерв вам не нужен. Альянс номер 1 регистрирует без резерва 20 максимально прокачанных игроков, и у каждого счет рейда примерно по 800, и в общей сумме счет рейда составляет 16 тысяч. Альянс номер 2 регистрирует 30 игроков в основу и 10 в резерв, но при этом они имеют штабы 2-3 звезда и прокачаны не полностью. Счет рейда каждого примерно 640. Кто-то имеет силу 700, кто-то по 550 и так далее. Итого, в общей сумме счет рейда тоже 16 тысяч. Но 25 сильнейших игроков из каждого альянса качественно отличаются, и первый альянс в плюсе, даже несмотря на то, что он зарегистрировал 20 игроков. Как я уже говорил, это автоматический подбор, и для системы эти два союза по общей силе, можно сказать, просто идеальная пара противников. Но в реальности все окажется не так, и второй альянс рискует остаться с пустыми баками. Если, конечно, первый союз не проявит доброжелательность и не даст посидеть немного на водосборниках, чтобы набить минимальные очки, но это случается редко. При регистрации советую брать больше малышей, то есть игроков силой ниже среднего счета в вашем альянсе. И всех танков, без ваших рейдеров, будет тяжело играть. А вот игроков со средним показателем силы рейда регистрируют по очереди, чтобы все могли поучаствовать в событии. Таким образом, вы получите примерно равных вам противников по силе, за исключением одного очень неожиданного боя, с которым столкнулся автор этой тактики, и об этом я расскажу в конце ролика. С регистрацией все предельно просто, а если у вас остались вопросы или какие-то советы, то пишите их в комментариях. Теперь перейдем к главному, к бою на воде и одному из возможных вариантов вашей тактики. Наше формирование команд представляет собой распределение участников на 3 группы. Первая должна включать в себя 6 игроков, ее целью будет солнечная электростанция. Более 6 игроков ставить в состав этой группы нет смысла, так как других целей у них не будет. Один рейдер плюс 5 вступающих вполне смогут удерживать это строение на протяжении всего боя. Вторая и третья команды имеют по 12 человек в каждой, и их целью будет являться 2 угловых сектора с водоочистительными центрами номер 1 и 2, расположенные около зон высадки альянсов. Эти команды встают кучно у больших заводов, забирают 4 здания под свой контроль и продолжают свою борьбу за них. Данное количество игроков на одну команду позволит вам иметь постоянное преимущество над врагом за счет вашей численности и регулярных рейдов, которые всегда будут наполняться. Перед началом самого сражения я рекомендую вам воспользоваться функцией сохранения марша на 4 построения. Сохраните 4 разнообразные формации, не включающих в себя лучших героев по силе. Это используется для того, чтобы при отправке войск через заранее сохраненный поход ваши лучшие герои не покинули поселение, и при обороне от одиночных атак врага вы имели большие шансы на успешную защиту. О том, как правильно подготовиться к бою в рейде на резервуар, вы можете узнать из ролика на моем канале, ссылку я оставлю в описании.
Все участники команд отправляют свои отряды в строение и вступают в рейды, а также посылают войска в подкрепление к другим игрокам. Желательно к рейдерам, которых и без подкрепления тяжело пробить. Получается некая камера хранения на случай атак на вас, и из которой по необходимости можно отозвать войска, если ваш основной отряд сильно пострадал и бесплатных ускорителей лечения недостаточно. После того, как вы забрали заводы и электростанцию, вы игнорируете остальные строения, чтобы противник мог удерживать их. Так для них создается иллюзия того, что их команда в порядке и сбор воды для них не останавливается. Естественно, они захотят забрать ваше строение. В случае, если у них получится лишить вас контроля строения, вы сможете достаточно быстро вернуть его благодаря большому числу игроков и рейдеров у конкретной точки на карте. Вы создадите двойной рейд на 1 минуту, с наполнением которого проблем возникнуть не должно. А так как именно ваш альянс удерживает электростанцию, возврат строения произойдет до того, как противник успеет добиться полного захвата. Соответственно, если полный захват так и не осуществился, то и добыча воды для вашего противника не началась. Вот почему солнечная электростанция является важным стратегическим зданием. Она сокращает время захвата зданий с 3 минут до 1,5. Встретив сильный отпор, противник при открытии центрального резервуара и 2 побочных строений, скорее всего, захочет бросить все силы к центру, так как шансы забрать водоочистительные центры будут малы. Все остальные строения под контролем врага, атаковать не стоит, чтобы их игроки чувствовали себя уверенно и не покидали свои позиции. Тем временем от вас в центр карты летят все, кроме первой команды. За ними контроль над электростанцией. На заводах остаются по 3-5 игроков из 2 и 3 команды, дожидаясь возврата в строение отрядов игроков из центра. Так как, перелетая на новое место, ваши войска вернутся в поселение автоматически. После прибытия подкрепления остальные оставшиеся игроки вернутся к своим командам в центр и также отправляют отряды с нового места в те заводы, что удерживали до перемещения, и раздают подкрепление вновь. Данный принцип перелета позволит вам сохранить контроль всех ранее удерживаемых строений. Захват центрального резервуара важен, и мы стараемся бросить на это почти все силы, но не забываем об угловых секторах, регулярно пополняя отряды в строении. Так как во время боя мы постоянно получаем возможность бесплатных ускорителей марша на 25%, то быстрое подкрепление зданий до нового удара не займет у вас много времени. После неудачных попыток получить контроль над картой и всей ситуацией в целом, противники постараются начать атаковать ваши поселения. Так как мы подготовились к этому еще заранее, то мы успешно обороняемся и не делаем телепортов, чтобы наши отряды не вернулись из строений. Даже в случае, если враги смогли успешно атаковать ваше поселение, вам не стоит отчаиваться, ведь сбор воды вашими войсками продолжается, и разумнее всего в таком случае потушить пожар в вашем поселении и попросить новое подкрепление. Если подвести итог всего вышесказанного, то наша стратегия заключается в контроле конкретных зданий и регулярном сборе воды, так как именно от этого и зависит исход сражения. Мы удерживаем только 6 строений, наиболее выгодных для нас, и в конечном итоге получаем преимущество по сбору воды в течение всего боя. Почему автор этой тактики действует именно так? И почему эта техника срабатывает? Во-первых, противник, как правило, первое время даже не подозревает, что может проиграть, потому что они контролируют строение и с периодичностью выбивают. Создается иллюзия небольшого превосходства над вами, а в это время вы создаете отрыв по очкам, благодаря контролю времени захвата от электростанции. Во-вторых, осознание того, что объем собираемой воды не увеличивается и вы уверенно идете к победе, толкает противника начинать принимать опрометчивые действия, которые чаще всего подразумевают атаку поселений. Время, затрачиваемое врагом на уничтожение ваших войск, лишь приближает вас к победе, так как в это время вы продолжаете контролировать здания и добывать воду. В-третьих, на 45-й минуте сражения, когда шансов на захват водоочистительных центров уже немного, то для противника центральный резервуар будет выглядеть как последняя надежда на ускорение добычи воды. В конечном итоге ваш бой будет предрешен уже на 30-й минуте сражения, так как ваше общее время сбора выше, чем у врага, который вынужден тратить силы на попытки изменить ход боя в свою пользу. И в завершение хочу рассказать вам о единственном поражении с применением этой тактики. Противник провел регистрацию со счетом рейда 16 тысяч, а альянс автора этого ролика получил счет 13 тысяч. Соперники пришли на бой в полном составе, а из его альянса 4 игрока не явились. Такой неявки на событии у них никогда не было, максимум отсутствовал 1 игрок.
тактика противника заключалась в атаке штабов со старта сильными игроками. В это же время самый сильный игрок противника летал по строениям и создавал рейды. Они попали под перекрестный огонь по поселениям и строениям. Хотелось бы отметить, что такая тактика актуальна лишь при большом преимуществе в силе и проработанном плане, который при хорошем подборе сработает. В данном случае с ними он сработал. Они вели счет до середины сражения, но через 15 минут воевать было уже нечем, войск не осталось. А понимание того, что это поражение, пришло уже на 5-й минуте боя, и оно не внушало оптимизма. Как видим, данная тактика не гарантирует стопроцентной победы, но этот проигрыш можно отнести к исключению, ведь исключения лишь подтверждают правила. Хочу отдельно отметить ценность водосборников. Они дают очень много очков воды в зачет Альянса. В боях Лиги Резервуара у многих союзов есть отдельная команда, задачей которых является не отдать противнику ни одного водосборника. Вот и все, что я хотел вам рассказать о тактике прохождения рейда на резервуар с игрой от центра, и очень надеюсь, что данная информация будет для вас полезна, и вы успешно сможете ее применить в вашем альянсе. Напишите в комментариях, какую тактику применяет ваш альянс, если это не секрет, что приводит вас к победе и наоборот, чего лучше не делать. Это, возможно, поможет другим игрокам State of Survival. Спасибо за просмотр, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Берегите себя и не бойтесь атак на воде. Всем пока!